Жизнь после смерти. Брюс Грейсон. После. Что околосмертный опыт может рассказать нам о жизни, смерти и о том, что будет после. Посвящаю тем, кто, встретившись лицом к лицу со смертью, любезно поделился со мной самыми личными и глубокими из переживаний. Некоторые люди не испытывают ни злости, ни растерянности, не впадают в депрессию. Однако они сталкиваются с непониманием и насмешками, когда пытаются рассказать кому-то о своих околосмертных переживаниях. С Эдит случилось ОСП в возрасте 38 лет в связи с перфоративной язвой желудка. Она говорит о резком контрасте между блаженством околосмертного опыта и мучительной болью по возвращении в тело. В следующий миг я заметила, что оказалась в совершенно новом месте. Внезапно я очутилась не в больничной кровати среди всех этих медицинских приборов, которыми было обставлено мое тело. Я видела всю палату, даже изящную паутинку в углу под потолком и потрескавшуюся штукатурку над окном. Несмотря на столь непривычное состояние, я не чувствовала ни капли тревоги или страха, а наоборот, от души наслаждалась им. Осмотревшись и внимательно изучив сверху свое тело, я вдруг заметила невероятный свет вокруг. Не такой, как привычный луч солнца или свечение электрической лампочки в 100 ватт, или свет пламени или множество свечей. Не похожий на взрыв звезды в космосе. Он был лучезарным, как сияние торжественных одежд из евангельского гимна, и теплым. Он источал великолепный блеск и неземной покой. Нет слов, чтобы описать глубину и красоту этого видения. В таком месте чувствуешь себя в полной безопасности, окруженным совершенной, вечной любовью. Где-то внутри света я ощущала присутствие другого существа. Я оглядывалась вокруг, но не могла понять точно, кто это или что. Это не был человек в том смысле, в котором я понимаю это слово. У него не было определенной формы, как, например, у животного, растения или минерала. Но интуитивно я знала, что мне нечего его бояться. Наоборот, чувство безмятежности и защищенности усилилось, как будто какой-то голос рядом твердил мне: «Ты в безопасности». Я растерялась, потому что не могла понять, откуда он исходит. Затем голос сказал, что я могу решить сама, хочу ли я остаться навсегда или вернуться в тело и продолжить жить. Я не хотела возвращаться, чтобы вновь страдать от физической боли. Не желала дальше превозмогать жизненные трудности, ссоры и стресс. Мне понравилось место, где я оказалась, и не хотелось расставаться с этим спокойствием, безмятежностью и чувством защищенности. Я снова взглянула на тело внизу, обвешанное медицинскими приборами, и еще сильнее захотела остаться в новом мире. Но тут у меня перед глазами начала проноситься вся моя жизнь, как на экране огромного телевизора, в живом, ярком объемном изображении. Я увидела ее всю, до мельчайших деталей, даже те вещи, о которых не вспоминала уже много лет. Внутри меня развернулась настоящая борьба, какой я не помню за всю жизнь. Вернуться, остаться, остаться, вернуться. И голос знал, что я выбрала, мне не пришлось даже произносить это вслух. Ради мужа и детей я должна была возвратиться в тело и жить, как бы трудно это ни оказалось. Тогда голос произнес мягко, с такой неземной нежностью, какую только можно представить: «Ты отправишься назад, чтобы сохранить свою семью, с тобой она будет крепкой-крепкой». Потом возникло это прекрасное чувство, словно кто-то поддерживал меня и очень медленно, очень бережно опускал назад в мое тело. Я ощутила радостное нетерпение. Хлоп! Мои глаза вдруг открылись и точно сами собой быстро осмотрели всю палату. И я поняла, что теперь точно вернулась назад в тело. Но по возвращении Эдит столкнулась с непониманием, насмешками и даже угрозами, что ее направят на лечение у психиатра, если она продолжит рассказывать об ОСП. Мне было так радостно, так хотелось поделиться своей историей, казалось, я взорвусь, если не расскажу никому, какое чудо со мной случилось.
Мне нужно было попытаться описать словами этот свет, его силу и благодать. Как же мне повезло, что получилось частичку его унести с собой, думала я. Теперь я никогда с ним не расстанусь. Ко мне зашла медсестра измерить давление. Едва увидев ее, я начала рассказывать обо всем, что было со мной. Она слушала, пока я не закончила. Снимая с меня манжету тонометра, она, наконец, сказала: «Очень интересно, конечно, но ведь у вас серьезная болезнь. Это были галлюцинации». И я решила, что она совсем не поняла, что я пыталась сказать. Потом пришла другая медсестра. Я попробовала рассказать ей свою историю. Она выслушала и ответила, что лекарства, которые я получаю, часто вызывают у людей странные сны. Но я-то знала, что все это происходило со мной на самом деле. Я все это видела, это не было странным сном. Ни один сон не мог быть таким ярким и реальным. Я подумала, что лучше будет подождать и рассказать кому-нибудь обо всем попозже. Когда пришел персонал ночной смены, я попыталась в третий раз. Но, выслушав меня, новая медсестра отвечала сухим и холодным тоном, что ко мне позовут психиатра, если я не перестану говорить о таких вещах. После такого заявления я испугалась. Если медработникам кажется, что я схожу с ума, лучше мне и в самом деле помолчать, решила я. Буду помнить об этом свете всегда и всегда держаться его, но стоит это делать лишь наедине с собой. Тихо, очень тихо. Так я и поступила. Некоторым людям бывает трудно после ОСП понимать и соблюдать межличностные границы, как это принято в обществе. Пережив чувство глубокого единения со всеми людьми на Земле, они иногда начинают вмешиваться в жизнь других так сильно, что это может показаться кому-то неприемлемым. Например, Джо Джерачи, полицейский, который после околосмертного опыта стал учителем, постоянно получал от директора выговоры за непрофессиональное поведение, так как всячески пытался участвовать в личных делах своих учеников. Алекс, 25-летний юноша, у которого после ОСП возникли трудности с поиском своего жизненного пути, однажды появился у меня на пороге с чемоданами и золотистым ретривером в машине. Услышав, как я говорю об околосмертных переживаниях, он собрался и приехал в мой город, потратив 2 часа на дорогу, и ожидая, что я буду рад поселить его у себя на то время, что потребуется, чтобы разобраться с последствиями его околосмертного опыта. К счастью, для моей семейной жизни, профессиональная подготовка психиатра включает и навык устанавливать здоровые границы. Я выслушал рассказ Алекса о его сложностях и тревогах в ресторане за довольно утомительным обедом, после чего посоветовал ему психотерапевта, знакомого с проблемами ОСП в его родном городе, и местную группу поддержки, где он сможет открыто поговорить с другими людьми, пережившими схожий опыт. И тогда я понял, что именно этого нам и не хватает. Специалистов, которые относятся к ОСП серьезно, как к реальным событиям, и групп, где люди, пережившие околосмертный опыт, смогут делиться своими историями, чтобы побороть чувство одиночества и растерянности. В 1980-х годах общественная осведомленность относительно феномена околосмертных переживаний начала расти. И многие коллеги, узнав о моем интересе в данной сфере, стали отправлять ко мне на консультации своих пациентов, столкнувшихся с трудностями в связи с ОСП. Консультируя таких людей индивидуально с переменным успехом, я в какой-то момент решил объединить их в группу. И вскоре обнаружилось, что они дают друг другу гораздо больше понимания и поддержки, чем я мог им предложить. Групповая терапия довольно скоро переросла в мероприятие, открытое для посещения всеми желающими, и ежемесячные встречи этой группы длились более 40 лет. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал.